Привет, друзья! Сегодня в Поднебесной прошла презентация новой линейки Redmi K50, которая может стать продолжением народного флагмана Poco F4 на глобальном рынке. Так что сегодня мы подробно поговорим о долгожданной новинке, посмотрим, удалось ли производителю усмирить горячий чипсет от Snapdragon и что там в итоге с обещанным MediaTek Dimensity 9000. Ну и наконец раскроем вопрос цены, стоило ли того ожидания. Но перед началом поддержите наши старания нажатием кнопки подписаться, и мы начинаем. Дизайн игровой версии стал действительно самобытным, без закоса под известные бренды. Redmi K50 продолжает традиции своего предшественника K40 Gaming Edition. Никаких плоских граней и утонченности, уже с первого взгляда понятно, что перед нами именно игровой девайс, но с вниманием к деталям. K50 Gaming унаследовал от предшественника игровые триггеры на боковой грани с магнитным приводом, которые при необходимости легко прячутся в корпусе. Однако в новом поколении здесь целых 8 магнитов для более стабильной игры и лучшей износостойкости. По цветовым решениям представили 3 варианта. Классический черный, серебристый белый и синий с черными вставками. На задней поверхности расположили прямоугольный модуль камер с интересной деталью в виде подсветки. Все в лучших традициях киберспортивного дизайна. В целом, новый Redmi K50 позиционируется как девайс для мобильного гейминга, и весь дизайн просто кричит об этом. Думаю, любителям прошлогоднего Redmi K40 Gaming Edition и смартфонов серии Black Shark новинка точно придется по душе. Но дизайн это лишь малая часть, чем Redmi пытается завлечь геймеров. Да, речь идет именно о производительности. Сердцем Redmi K50 служит топовый процессор от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, связки с оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Решение самое передовое на сегодняшний день и выводит K50 Gaming Edition на один уровень с флагманами компании. Однако на опыте уже существующих девайсов с данным чипом мы знаем, что при всей своей производительности он довольно горячий и требует отдельного внимания от производителя по части охлаждения. Что ж, еще до презентации компания активно тизерила, что Redmi K50 будет по-настоящему холодным смартфоном и сможет остудить горячее сердце дракона. И если говорить о системе охлаждения, то Redmi K50 Gaming Edition действительно выделяется на фоне других флагманов. Во-первых, у него не одна, а целых 2 испарительные камеры. Во-вторых, суммарная площадь их составляет 4860 квадратных миллиметра. Ну и наконец, в системе охлаждения используются новейшие материалы, которые увеличивают теплопроводность до 40%. Все это дает надежду, что проблем с отогревом у смартфона не будет, и K50 позволит комфортно играть продолжительное время без ощутимого нагрева и сброса яркости дисплея. Но опять же, настоящую картину покажут только реальные тесты. Еще одним важным моментом, на который обращают наше внимание, это аккумулятор. В K50 он не рекордный, всего 4700 мАч, и по заверению производителя обеспечит целый день интенсивного использования. Плюс в паре с не самым большим аккумулятором производитель реализовал поддержку быстрой 120-ваттной зарядки. Она позволит всего за 17 минут полностью восполнить заряд смартфона в состоянии покоя и за 37 минут во время игры. Не знаю, конечно, насколько это безопасно для аккумулятора, но подобная скорость геймеров определенно должна порадовать. Далее нам рассказали об экране. В K50 Gaming Edition установлен новейший OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц. Все это уже мы видели, но самое интересное здесь это повышенная частота шима до 1920 Гц, что в 3 раза превышает обычный шим. Таким образом, производитель обещает максимально точную цветопередачу даже при низкой яркости экрана и минимальную нагрузку на глаза. И в подтверждении великолепности экрана Xiaomi очередной раз получает рейтинг DisplayMate A+, и бьет аж 15 рекордов. В том числе за самую высокую контрастность, самый низкий коэффициент отражения экрана, самую высокую полноэкранную яркость среди OLED-смартфонов и так далее. В общем, экран в Redmi K50 Gaming Edition очередной прорыв, и играть на нем должно быть сплошное удовольствие. Следующим шагом вперед для нового флагмана стала вибрация. В новинку установили первый в мире сверхширокополосный X-осевой вибромотор Cyber Engine
И это самый сильный вибромотор в истории Android смартфонов, по словам компании. Он имеет большой объем в 560 кубических миллиметров и поддерживает вибрацию в частотном диапазоне от 50 до 500 Гц. По сравнению с топовыми решениями, CyberEngine предлагает повышение энергоэффективности и снижение уровня шума на 40%. То есть он является не только самым мощным, но и более экономичным и тихим. Также для полного погружения производитель предлагает улучшенное звучание. И здесь нас встречают 4 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, в разработке которых принимала участие известная компания GBA. Кроме того, новинка получила уникальную блочную конструкцию динамика. Это позволит смартфону более точно воспроизводить звук в разных диапазонах. В отличие от стандартной диафрагмы, нововведение, как утверждается, позволит достичь лучшего баланса частот, которые не будут склеиваться, обеспечивая высокую четкость воспроизведения. Аудиосистема нового типа должна стать особенно полезной для геймеров, которые во многом полагаются на звук в онлайн-играх. Однако сомневаюсь, что в играх даже такие улучшенные внешние динамики будут эффективнее, чем простые наушники. Ну и пару слов про камеру. Новый флагман Redmi получил тройной модуль камер с основным Sony IMX686 на 64 мегапикселя, который уже далеко не самый новый. Разумеется, ни о какой оптической стабилизации речи не идет. Помимо основного, мы также имеем 8-мегапиксельный сенсор с телеобъективом и 2-мегапиксельный для съемки макро. Подчеркивает камеру светодиодная вспышка, оформленная в виде молнии. Ну и вырезанная по центру экрана фронтальная камера на 20 мегапикселей. В общем, как и в прошлом году, камера здесь явно не самая сильная сторона смартфона, что, впрочем, неудивительно, так как и задачи перед K50 Gaming стоят совсем иные. И перед оглашением цен на презентации показали эксклюзивную версию под названием Redmi K50 Gaming Mercedes AMG Petronas Edition, которая будет доступна партии в 10 тысяч штук. Источником вдохновения стал болид Формулы-1, на котором выигрывал состязание легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Особое издание выделяется специальной расцветкой и текстурой задника, плюс узнаваемым логотипом Mercedes на корпусе. По сути дела, за основу Mercedes AMG Edition взяли Redmi K50 с максимальной комплектацией 12256 ГБ, добавили эксклюзивную упаковку и логотип, закинули блок быстрой зарядки GAN на 120 Вт в комплект и все. Каких-то технических отличий, выгодно отличающих Mercedes-версию от базовой, собственно, и нет. Ну и самое время огласить ценник. В Китае продажи Redmi K50 Gaming Edition стартуют уже 18 февраля, где стоимость базовой версии Redmi K50 начинается от $520, а топовая версия Mercedes предлагается за $620. И, по-моему, за данный ценник базовая модель получилась по-настоящему интересной и годной, особенно для любителей мобильного гейминга. Да, пользователи очередной раз обделили хорошей камерой, но повторюсь, цели перед K50 Gaming Edition стоят другие, и было бы глупо ожидать от этой модели фотовозможностей того же Xiaomi 12 Pro. В остальном же, если Xiaomi не только на словах, но и на деле удалось усмирить горячий процессор, то лично я бы с удовольствием присмотрелась к глобальной версии K50, которая вполне возможно, как и K40 в прошлом году, выйдет под брендом Poco F4. Кстати, фирменные обои в высоком качестве с этих новинок вы уже можете скачать в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. И напоследок вопрос, интересующий тех, кто еще с декабря следил за тизерами новой серии K50. Где же обещанный MediaTek Dimensity 9000? К сожалению, на презентации про него не было сказано ни слова, несмотря на то, что в официальном блоге компании изначально тизерила серию Redmi K50 именно как первые смартфоны на новейшем чипсете Dimensity. Но по итогу показала лишь игровую версию линейки, и остается только гадать, то ли у компании что-то не вышло с МТК и решили установить Snapdragon, то ли наоборот, Redmi совершили настоящий прорыв по части охлаждения, и тут уж грех было не показать класс в усмирении горячего дракона 8 Gen 1. Ну или как вариант, позднее нам представят базовую версию Redmi K50 без приставок Gaming Edition, который будет работать под управлением MediaTek Dimensity 9000. А что думаете вы? Друзья, делитесь своим мнением о новом флагмане Redmi в комментариях и не забудьте подписаться на канал, ведь без вашей поддержки наше старание не имеет никакого смысла. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока.